Привет, друзья! Сегодня я хотел бы коротко поделиться своим мнением на тему того, стоит ли покупать дизельный автомобиль в Чехии и в целом Европе. Хотел бы сразу пройтись по двум сторонам этого вопроса. Первая сторона – это запреты дизельных автомобилей по Европе и стоит ли это брать во внимание. А вторая сторона – разумно ли вообще покупать дизельный автомобиль. Итак, первая часть – запреты дизелей в Европе. Мое мнение такое на эту тему, что данный вопрос, он очень сильно преувеличен средствами массовой информации. То есть, если почитать более детально о конкретных запретах в разных городах, например, возьмем во внимание Штутгарт. Штутгарт, как один из первых немецких городов, начал вводить какие-то запреты. И все сразу кричали: «Штутгарт запрещает дизеля», «В Штутгарт не едешь на дизеле» и так далее, и так далее. Ну, а если человек начинал более детально изучать вопрос, оказывалось, что они всего лишь запретили проезд по 3 улицам в центре города, но дело в том, что там еще несколько параллельных улиц идет, и те машины, которые до Евро-5 дизельные, они просто проезжали по соседним улицам, ну или проезжают до сих пор. То есть, ну как бы ничего страшного, да, вы немного измените свой путь. Либо большинство городов, они вводят какие-то локальные запреты въезда в самый центр. Ну как бы, а как часто вам туда надо проехать на автомобиле своем? Ну то есть, даже если вы, например, живете в Чехии и часто путешествуете, но вы ведь, когда вы едете в Германию, я вот ездил когда-то, просто попутешествовать. И я и так оставлял автомобиль где-то на окраине города и дальше уже передвигался на трамваях или там каком-то другом общественном транспорте. Потому что когда ты путешествуешь на машине в центр города, ехать неудобно. К тому же цены на парковки всегда в центре города по всей Европе это очень дорого, это ну как бы неразумно. Вот. Намного проще оставить машину на окраине бесплатно или там за копейки и проехать на трамвае. Второй момент заключается в том, что на данный момент они занялись дизелями, да, то есть они там сокращают производство дизелей, они вводят какие-то запреты, какие-то налоги и так далее. В будущем они, на мой взгляд, займутся бензинами, и не то чтобы займутся, они уже занялись ими. Дело в том, что с 2019 года бензиновые двигатели уже по закону должны быть с сажевым фильтром. То есть, если раньше сажевый фильтр ставился только на дизельный автомобиль, и это было логично, и казалось совсем нелогично ставить в бензиновый, то сейчас и туда уже ставят по закону. Почитайте в новостях, в прошлом году была небольшая задержка в производстве многих автомобилей и выхода новых моделей, как раз таки из-за того, что производители должны были срочно устанавливать сажевые фильтры на бензиновые двигатели. То есть они займутся бензиновыми машинами, потом они постепенно могут заняться гибридами. Рано или поздно кто-то придет и начнет кричать о том, что производство электроэнергии и производство аккумуляторов для электроавтомобилей это не экологично, и запретят и электрические автомобили. То есть, ну, это рано или поздно будет происходить, и я думаю, что сейчас не стоит паниковать на эту тему, это будет происходить очень плавно. И в любом случае они не смогут просто взять и заставить миллионы людей отвезти свои автомобили куда-то на утилизацию и пойти купить новые электрические или еще какие-либо другие, да, то есть, во-первых, многие люди недавно купили бензины и дизели, буквально там в этом году или вчера даже, да, завтра кто-то купит на данный момент. И нельзя просто взять и человеку сказать: а вот теперь твоя машина, она должна быть утилизирована, да? Во-вторых, у людей просто денег на это нет. Так что думаю, что это все очень сильно преувеличено, и данный вопрос не стоит брать во внимание. Ну, по крайней мере, по моему мнению. Теперь вторая сторона. Стоит ли вообще рассматривать дизельный автомобиль? Дело в том, что очень часто клиенты обращаются с тем, что хотят себе купить автомобиль, они будут ездить там по городу в основном, на работу, по магазинам и, может, изредка путешествовать. И хотят при этом дизельный мотор. И когда задаешь вопрос, а почему дизель?
то люди говорят, ну, вроде бы как он экономичнее, ну и вроде где-то слышал, что они надежные. То есть люди где-то что-то слышали и на основании этого делают выводы и принимают решения. Тут сразу хотел бы сказать, дизельный мотор, он очень сложный по своему устройству. Он гораздо сложнее, если сравнивать с бензиновым мотором, особенно с атмосферным бензиновым мотором. И дизельный мотор, он очень плохо переносит короткие поездки по городу. Если же вы купите автомобиль с дизельным мотором и будете постоянно ездить какие-то короткие расстояния на работу, в магазин, в универ или там за ребенком в школу, то есть всегда какие-то расстояния, там, скажем, до 20 километров, то вы этим самым будете свой дизельный мотор постепенно убивать. Во-первых, он должным образом не успевает разогреться. Да, то есть вы доезжаете куда-то 10 километров, он только начинает нормально разогреваться, а вы его уже заглушили. То есть он постоянно работает в ненормальных для него температурах, то есть в нерабочей температуре. Во-вторых, он от этого забивается сажей изнутри, он загрязняется, в первую очередь будет страдать сажевый фильтр, после этого могут пострадать такие вещи, как EGR-клапан, например, или турбина и прочее, прочее, прочее. И ремонт дизельных моторов и всех этих агрегатов, он очень и очень дорогой. Вот если взять сажевый фильтр, то на разные автомобили он может стоить там от 10 тысяч крон до там 50 тысяч крон, а иногда даже больше. Бывают, конечно, какие-то производители неоригинальных запчастей, но с этим тоже большая проблема, что люди ставят такие неоригинальные сажевые фильтры на свои машины, и они плохо работают, не регенерируются, не очищаются и снова приносят какие-то проблемы. Поэтому, если же большая часть ваших поездок это короткие поездки по городу, и вы выезжаете на трассу за город редко, то покупайте бензиновый мотор. Бензиновый мотор намного лучше переживает короткие поездки и не будет так ломаться, не будет такой дорогой в обслуживании. Если же вы наоборот ездите в основном по трассам и ваш пробег очень большой за год, то, конечно же, дизельный мотор уже имеет смысл и экономия топлива будет большая. Я вовсе не являюсь сторонником бензиновых или наоборот дизельных моторов, просто я считаю, что каждый двигатель, он создан для определенных условий. В заключение хотел бы сказать следующее. Когда вы собираетесь покупать автомобиль, надо оценивать не только его изначальную стоимость и расход топлива. Надо оценивать все расходы на автомобиль за предполагаемое время владения. Что сюда входит? Конечно же, сервис. Конечно же, потеря стоимости автомобиля. Конечно же, допустим, расходы на страховку. То есть расходы на топливо и изначальная стоимость – это не единственные показатели, которые надо оценивать с финансовой точки зрения. Надеюсь, данным коротким роликом и своим мнением я хоть как-то помог вам определиться с выбором будущего автомобиля. Делитесь своим мнением на эту тему, пишите комментарии, задавайте вопросы, можете писать нам и в личные сообщения. Мы всегда рады помочь, рады хоть как-то посодействовать. В следующих роликах я постараюсь обсудить и другие аспекты, которые надо обдумывать при выборе автомобиля. Обращайтесь, друзья. Всего доброго. Пока.